сооружение на территории Чернобыльской атомной электростанции внешне мало чем отличается от других сооружений энергетического комплекса. Разве что немного необычной конструкцией крыши и цветом самой кровли. Внешне, на первый взгляд, обычное сооружение промышленного назначения, а между тем оно символ. Символ героического противоборства человека и атома, двух величественных начал в истории земного бытия. Это саркофаг. Это то, что было энергоблоком номер 4 до 26 апреля 1986 года, а 28 ноября того же года стало объектом укрытия. И победой, героической страницей в истории самой станции. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Апреля мы собрались у Анатолия Петровича Александрова, смотрели первые видеопленки этого разрушенного реактора, снятые с вертолета. Прогоняли их самым тщательным образом в течение нескольких часов с разной скоростью, все пытались понять, что же произошло. Откровенно говоря, конечно, фантазии были самые разные, но ничего близкого к тому, что потом, когда мы прибыли на место, уже придумать не могли. Решение о строительстве объекта укрытия было принято совместным решением Совмина, в то время так было принято, Совета министров СССР и ЦК КПСС 15 мая 1986 года. Ничего не было, только бумага решения. 20 мая сюда приезжает министр Средьмаша Славский со своей командой. 23-го они подписывают, утверждают мероприятие о строительстве мая. 29-го общее по министерству. 29-го утверждается мероприятие правительственной комиссии об организации работы всей зоны на ликвидацию. Можно сказать, что 29 мая началась уже активная работа. Была тяжелейшая, огромная работа в условиях излучения, там многие тысячи рентген, то есть если человек туда попадал, то через считанные десятки минут он уже не жилец.
Это был долг Средьмаша, потому что Средьмаш отвечал за атомную безопасность, за безопасность атомных станций. И ему нужно было, и мы все это понимали, воспитание Средьмаша было такое, что любой ценой авария должна быть локализована и сниженная опасность. Тут, как говорится, мы за ценой не постоим. Поэтому Средьмаш был брошен, как наиболее квалифицированный, на то, чтобы локализовать, надо сказать, первая задача была локализовать аварию на укрытии. Вот первая задача. Самый главный подготовительный период. Вот как у всех строителей, начало должно быть с подготовки. И там были организованы и прежде всего и базы, и на станции Тетерев, и на реке Припять, и, значит, базы строительных организаций, монтажных организаций, и базы УРСа, и медицина была организована. И вот этот вот период, как казалось, вот первая смена, она незаметно вроде, то есть мы не подобрались еще к реактору, но она незаметно была создана социально-производственная база. Принято решение забетонировать площадку подхода к 4-му блоку для того, чтобы дать возможность как-то приблизиться к этому блоку и с теми механизмами, которые у нас были. Первое, мы туда направили платформы, пустые платформы, сделали железную дорогу и направили платформу прямо к самой стенке. Эти платформы забетонировали, и они стали нижней стеной бетонной. И уже по ним дальше стали возводить стены. В то время намного было выше уровень сознания, и когда люди приезжали работать на строительную площадку «Саркофаг», то не стоял вопрос о зарплате, не стоял вопрос о каких-то условиях. Пенсионеры жили в пионерских лагерях, в обыкновенных, так сказать, палатках. Вот. И когда мы первые самопроводники начали организовать помыв людей, до этого мылись просто минеральной водой.
И прежде всего мы думали, как можно меньше сжечь людей, так тогда назывался. Вот, чтобы меньше получить рентген. Это, понимаете, как вот в мирной жизни это трудно понять. Там, если ты ошибешься, тебе никто не поможет. Это не то, что на войне поле может, ты пригнулся, пуля пролетел. Там пригибайся, чем ниже пригнешься, тем больше получишь. Значительная часть ехала добровольно, а часть без принуждения, конечно. То есть отказов не было. Но просто люди в Средмаше привыкли выполнять те задания, которые им поручались. Это, во-первых. Во-вторых, все же они привыкли работать с радиацией. Они понимали, что уж если не они, то кто еще? И я не исключаю, что, может быть, у кого-то и было внутреннее нежелание ехать, но каких-то случаев отказа не было. Тогда даже и вопросов не было, добровольно, недобровольно, тогда вопросов не было. То есть была страна, Родина, как приказали, так мы и делали. То есть там даже не было какого-то вопроса, поеду, не поеду и так далее. Здесь просто формирование было, потому что формирование было из наших подразделений. Наши подразделения, собственно, все знали, что, куда идут и какие опасности при этом будут присутствовать. Надо сказать, что все наши пожелания, все наши задания, которые мы давали, выполнялись моментально. Любой завод, любой институт, ну весь союз был, так сказать, мобилизован для решения вопроса. Причем быстро, ночами работали, по эскизу, без всяких там проектов. И делали, привозили, и мы строили.
не было такого, чтобы кто-то говорил: слушай, не буду делать, не могу, там, не знаю, не хочу, там. Такого не было. Там была четко поставлена задача: доложи о исполнении. И люди, работающие, так сказать, это понимали прекрасно, так сказать. И, в общем-то, такого, что вот какой-то срыв был, это, в общем-то, из ряда вон выходящий, который не зависел в данном случае от человека. Ну. Поэтому, так сказать, у нас не было такого страха, это мы шли вперед. Так сказать, не стесняясь, и могу сказать, что когда первую трубу мы уложили, так я заплакал. Потому что это было настолько все, так сказать, трудно выполнимо, такая была обстановка ужасная, что мы боялись, что ничего не получится. Мало того, ведь эти все строительные конструкции, они ведь расчету-то не поддавались. Мы положили, так сказать, рискуя, что мы за это отвечаем.
прошли через этот саркофаг десятки тысяч людей. Все начальники строек, все руководители монтажных управлений Минсоветмаша, фактически почти все заместители министра. Мы укладывали вот в августе уже месяце, там, в сентябре до 6-7 тысяч кубометров бетона в сутки. А это в условиях огромной радиации, то есть это была большая работа. И все это шло под большим напряжением. Неоднократно меня заслушивали на комиссии Политбюро, которая была создана по чернобыльским событиям. Во главе Рыжков стоял Николай Иванович. Но вы знаете, как разговаривают в этих кругах, когда надо быстро и оперативно решить эту задачу. Быть там лучше туда не ходить, потому что настрой был такой, что а получится ли, а что будет, а вы гарантируете ли. Был Александров, правда, Анатолий Петрович, который, значит, поддержал нас. Ну ничего, я доложил, мне ничего стесняться. Я уже не боялся. После того, как мы там побыли, нам чего бояться. Нам надо было делать. Я доложил спокойно, что, как, когда. И действительно, мы за 5 месяцев параллельно проект делали и параллельно строили. За 5 месяцев вот сделали. Мы строители не поднимали. Мы же прекрасно понимали, когда там в ноябре были точки, места около трубы больше 10 тысяч рентген. Ну куда же посылать человека? Мы этим делом не занимаемся. Я считаю, что на тот момент это сделан колоссальный подвиг. И люди, которые это сделали, они шли не на подвиг, они шли на обычное дело, которое им поручили. Это после только они поняли, что это был подвиг, который вообще несоизмерим с сегодняшним. То есть подвиг был это ценой в жизнь. 30 ноября 1986 года Государственная приемная комиссия приняла на техническое обслуживание законсервированный энергоблок номер 4 Чернобыльской АЭС. К дате рождения 60-метрового железобетонного и стального сооружения с инженерным именем укрытия вел путь длиной в 206 дней и ночей. Когда усилия, творческий поиск ученых, трудовая доблесть рабочих и воинов, организаторский талант инженеров, новейшие достижения отечественной науки объединились в мощную и целенаправленную силу на радиационном плацдарме разрушенного взрывом 4-го энергоблока. И минута за минутой, сутки за сутками, месяц за месяцем отвоевывали у освободившейся ядерной стихии человеческое право на жизнь и покой не только в зоне аварии, не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Их было тысячи. И они все, кто был причастен к противоборству с атомом, одержали победу.
Объект укрытия – потенциально опасный ядерный объект, внутри которого находится около 180 тонн ядерного топлива. Разрушительные процессы, которые протекают в топливосодержащих материалах, с каждым годом увеличивают их опасность. С целью контроля за состоянием внутри объекта укрытия ежегодно отбирается в среднем 20 тысяч различных проб. Сегодня объект существенно не влияет на окружающую среду, которая определяется в основном поверхностным загрязнением территории в результате аварии 1986 года. Ежемесячно персоналом объекта осуществляется нанесение пылеподавляющих смесей в развал центрального зала блока 4. Проводится дезактивация оборудования, территории с целью нераспространения радиоактивной пыли за пределы укрытия и промышленной площадки Чернобыльской АЭС. Ведется постоянный контроль параметров о текущем радиационном влиянии последствий аварии на персонал, за деформациями строительных конструкций внутри укрытия, за состоянием уровня загрязнения грунтовых вод и другие. Персонал Чернобыльской АЭС и подрядных организаций осуществляют работы по поддержанию укрытия в контролируемом и безопасном состоянии. Проводит научно-исследовательские, проектные, конструкторские, строительные и монтажные работы, направленные на повышение его безопасности. Все это позволило начать реализацию международной программы стабилизации объекта укрытия. Сегодня можно говорить о том, что выполнение в полном объеме плана осуществления мероприятий на объекте укрытия станет реальным шагом на пути к экологической безопасности Украины и мира.